Очиститься от негативных программ, крючков, зацепок, чипов, имплантов, выйти из всех эгрегоров и конструкций, вернуть все частицы души, потерянные в результате взаимодействия с антимиром, расторгаю контракт, возвращаю свой творческий потенциал, свою силу и веру в себя и в силу клонов Первотворца жизни. Убираю все негативные программы, переданные мной или принятые мной по родовой линии. Живу, думаю, действую по конам жизни. Во мне нет ничего, что принадлежит антимиру. Восстанавливаю свое энергетическое поле, налаживаю, наполняю энергией любви, благодарности, радости и веры в победу Первотворца жизни. Аспекты. Ситуация, произошедшая в пятницу. Поехала с Евгением на оформление ему приглашения. Попали на очень неприятную женщину. При первом взгляде, вот как-то я посмотрела на нее и сразу почувствовала негатив. Она вот как ведьма мне показалась. Она вела всеми силами, саботировала выдачу приглашения. Такое было то дать, то взять. И это причем раз 6 вот так повторялось. Она ходила, давала шанс, а потом его забирала. Приблизительно около часа мы там сидели. Она ходила то к одному, то к другому сотруднику, читала параграфы, но так и не сделала приглашение. Не дала делать приглашение. Какие во мне еще есть зацепки, что я допустила эту ситуацию, позволила меня как бы принижать, вела себя с позиции униженной и просящей. Эта бюрократическая схема была нелогичной, он такой размытой, так как 6 месяцев назад я уже получала приглашение с теми же параметрами, что и сейчас, даже можно сказать лучше. Но не получила в этот раз. Хочу посмотреть, что произошло на эфирном плане. Если были воздействия от Ильи и Оксаны, приказываю их убрать им же руками и призываю силы кармы на истинных виновников. Меняю эту ситуацию, не иду к этой женщине и не расстраиваюсь так сильно по этому поводу после этого. Расторгаю контракты, если есть с этим связанные, возвращаю свой творческий потенциал, потерянный в этой ситуации и предыдущих подобных ситуациях. Я не просящая, я творец. Моя жизнь складывается по моему сценарию. Запрещаю подтасовывать ситуации в моей жизни, чтобы прогнуть меня и выбить из равновесия. Карму всем виновникам и все на полную аннигиляцию. Мне мое, их. Очень волновала ситуация с обострением ситуации с войной в Украине. Если во мне есть привязка, из-за которой я чувствовала, что это как бы мое личное дело, и надо что-то срочно предпринять, если есть моя энергия, которую пользуется антимир в военных целях, то возвращаю ее, расторгаю контракты и запрещаю войны. Призываю силы кармы на всех, кто зарабатывает на войнах и всячески содействует их развитию и продолжению. Если есть частица моей души, привязанная к военным эгрегорам, то забираю их и возвращаю свой потенциал. Я нахожусь приблизительно в 30 минутах езды от огромной базы, я так думаю, это натовская, которая на карте нарисована как серое пятно. Она приблизительно размером как 7 моих городков или 3-4 крупных города вместе взятых. Можно было по вечерам, вот когда ситуация обострялась, слышать, как летали военные самолеты. И в эти дни, как бы везде было, что типа Европа усиленно готовится к войне. Почему я живу именно здесь или связано ли это как-то с этим, да? Со здоровьем, третий аспект. Проблемы с коленями сзади. Капилляры очень тонкие, чувствительные. Массаж, когда делаешь, что больно чувствуется. Невозможно делать массаж. Убрать, если есть причины на эфирном плане. Думаю, что есть. Может, программа там согнуть колено, пригнуть колено была у меня такая. Если не убралась, хочу убрать. Потом сильно зажат был седалищный нерв, и это было от шеи и до ступни. По всей левой стороне проявлялся спазм, как струна натянутая была, вот прямо от шеи до ступни. Убираю причины этого с моего физического, эфирного и всех остальных тел. Чувствую расслабленность, уверенность, спокойствие. Хотелось бы знать, какие энергии я могу убрать, чтобы заменить привычку заедать стресс на новую привычку выходить из стресса другим способом, гармонизироваться. Хочу увидеть ту первую ключевую ситуацию, когда я начала набирать вес. Приблизительно после 40 лет это началось, и, возможно, это, кстати, и началось на
в моем день рождения и празднования 40-летия была ссора сильная с братом Константином. Как-то после этого потихоньку что-то все начало так набираться. До этого все было хорошо, вообще никогда не было проблем с этим. Возможно, связано с жадностью, как защита от внешних ударов и напряжения. Меняю все ситуации, убираю все причины, возвращаю свое эталонное ДНК, становлюсь стройной. Потом следующее, если в моих репродуктивных органах чужеродные энергии, импланты или зацепки, по которым я не могу забеременеть. Связываю это или с моей щитовидной железой, или с ее нарушением и болезнью Хашимота, возможно. Если да, то убираю все проблемы с моего физического и эфирного тела, налаживаю все функции моих органов, расторгаю контракты, если есть с этим связаны, и вставляю, скажем так, такую настройку, что я живу вместе со своим любимым в нашем собственном доме и бегаю по траве со своим сыночком. И все это еще в этом воплощении, а не в следующем. Я творец, и мое желание исполняются. Все самое лучшее для меня. Исполняются не только желания, а и желания, которые для меня важны. Я нахожусь максимальное количество времени в высоких вибрациях любви, благодарности, и у меня, моих близких и родных, все тоже складывается самым наилучшим для них образом. Очищаю мой дом от всех негативных энергий, закрываю все порталы, наполняю все пространство и пространство под моей юрисдикцией энергиями света, добра, любви, гармонии, созидания и благодарности. Все привязки к Цельнозору, Илье, Оксане, магии, эзотерике убираю. Ведьму Людмилу, вышедшую в прошлом сеансах, убираю из своего пространства. Там происходила ситуация с шкафом, когда я проводила этот кружок пятничный, и это как бы не в первый раз. Получается, что она раза 3, приходит именно в тот момент, когда я там. Хотя она живет очень далеко, прям в другом конце города, и в эту пятницу ей туда особо не надо. Именно прям на секундочку хотя бы забежать в тот момент, что-то положить или что-то забрать. Этот общий шкаф, где у нас там материалы, игры и так далее. Я после этого этот шкаф полностью выкинула все, пересортировала. Так ничего, конечно, не нашла. Но вечером мы с Женей подцапались, да. Возможно, тоже не с этим связано, а просто как что-то я там все равно нахваталась. Если есть, убираю, возвращаю ей же. И если была какая-то магия, потому что в предыдущих сеансах была довольно серьезная магия, то есть вот этот вариант, что она постоянно почему-то ей надо прибежать именно в тот момент, когда я там. Еще один момент. Вот буквально вчера, да, перебирала новогодние игрушки, поехала, они у мамы хранились, забрала все, там ящик большой со всеми украшениями, перебрала их, оказывается, там очень много елочек и всяких звездочек. Короче, выкинула все в мусорку, там пол ящика, парочку шариков таких оставила, где вроде никакой символики нет. Но все же хочу это озвучить, что я отказываюсь от этих символов новогодних вот этих рождественских елок и звезд. И если есть еще мои привязки к этому эгрегору, то тоже выхожу с него и не участвую в этом всем. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу какая-то энергия, как бы, сектора магии, как черный силуэт какой-то, как будто бы кто-то вот так чего-то держит. А с сектора интерферента вот что-то вот такое блестит, как какая-то мишура, как дождик новогодний, что-то вот такое тут непонятно что. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций, от этих энергий. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерии. Валерия, 1, 2, 3. Очень странно, я почему-то сверху вниз смотрю и как бы ищу ее под черной плитой. Мгм. И когда я смотрю, у нее как будто бы, где макушка, вот так вот как бы уперлась в черную плиту. А я когда
хотела вот сбоку посмотреть, то ее как будто бы как выдуло буквально. Выдвинула вот так по направлению Мгм. сектора жертвоприношений, вот туда. И слышу в секторе магии вот эта Людмила ругается, плохие слова говорит, не трожь, сука. А, Мгм. И Понятно. Мгм. какой-то гвоздик, как будто бы шкафчик такой, у которого задняя стенка в одном месте вот так как оттопырилась. Ну, это пресс-картон Мгм. этот. Мгм. Вот. И вот там, где оно вот так отстало, вот таким, то как Мгм. какой-то гвоздик. А, Вижу, Валерия стоит возле шкафа. Эта ситуация находится в секторе магии. И так ровненько складывает какая-то папка, то ли бумаги, и так ровненько положил какую-то ручку. Ну, типа Мгм. специально ровненько так. Но от этой ручки такая подключка в сектор интерферентов пошла. Мгм. Вот. Хорошо, Виктория. Давай считаем и считай эфирная ДНК Валерии. Она ли это? Э, Это она. Сейчас я ее спрошу ее, что это она так двинулась туда. Мгм. А когда я это говорю, то эта Людмила говорит, что я тебе говорила, не трогай мою кольту. Только я не Мгм. знаю, что это такое Что-то. кольта. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за кольта, о чем идет речь? А, Она показывает какой-то узелочек черный, как будто бы ниточка такая. Лежит вот эта папка с бумагами, а это в энергетическом пространстве вот это, ну, как стопочка бумаг. Так. Тут ручка, за этими как бы ближе к этой штуке, где оттопырилась эта задняя стенка, Крагис, по-моему, называется этот. какая-то М. какая-то кёльта или кольта. Вот такой М. узелок. М. Вот Всё. это нить, да. Какой-то контракт. Мгм. Я сейчас спрошу, вот я спрашиваю, ну, только подумала спросить у Валерии, что это она так вот подвинулась туда, как будто бы ее ветром сдуло вот так сильно. Мгм. И вижу, что у нее, где спина сзади, а, по всему позвоночнику идет такая черная, ну, как уголок такой черный, М. который вот так как-то сразу в правую ногу. Мгм. Знаешь, как шину накладывают, когда ногу сломали? Мгм. И вот Да. так вот правую ногу поднимает сразу. И на голове вот эта плита черная, и которая считывается кёльта. Или кёльта, как-то так. М. Виктория, спроси у Валерии, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Сейчас она стабилизировалась, потому что ее постоянно туда так задвигало. Сейчас Мгм. ее считаю, ее эфирные ДНК. Я слышу, готовится покушение. У нее в пространстве прописано как перелом правой ноги и правой руки. А, И эта программа а, из от этой Людмилы идет. Вот. Сейчас мы на нее посмотрим. Мгм. Сейчас я считаю еще раз.
Да, Виктория, эфирная ДНК Валерия, она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Мгм. И вот это в ее пространстве очень много эм, этой энергии, которая буквально такая тяжелая и густая, как холодец. Мгм. Считывается эта энергия как приверженность. А, Что-то ушло, сейчас я вернусь. Вернись. Культу, традиции. О, новогодние праздники. Мгм. Традиции. Так, ясно. Так, а вот это Людмила, что он приказывает ей Людмиле отвечать, что она делает в пространстве Валерии. Ам, Она постоянно почему-то вот это кёльта звучит. М. Она и подключка у Валерии именно к пупку. Мгм. Так, подключка. Считывается а, родовая связь, родовая связь. С Ищ. каким-то эгрегором, вот это, что Людмила там, какая-то эгрегор проституции духа. И опять это слово кёльта, этот Мгм. узелок. Так, Виктория, посмотри, что это за узелок, какова суть этой энергии. Сейчас я считаю. Мгм. Считай. Так, тянется, ну, смысл этой энергии — это считывается магическое взаимодействие, паттерны, какие-то губительные паттерны, для себя и окружающих. Мгм. И вижу какие-то часы в секторе магии, часы как куранты. М. Считывается как кремлевский дубликат, взрывы, М. война, страх, Мгм. ограничивающие убеждения какие-то, связанные с культом власти Кремля, Мгм. неосознанная боязнь, страх. И опять это кольта звучит. Мгм. А, Посмотри, Виктория, когда эта кюльт появилась в пространстве Валерии впервые? Что Ам, это было? В секторе магии вижу маленький ребенок. Сейчас я считаю. Мгм. Новогодняя елка. Вижу ее маму. И девочка что-то держит как будто бы в руке. Что-то у нее в голове. Вот это как узелок какой-то. Где основание черепа, но только в голове внутри, где, ну, где мозг Мгм. внутри. Так, Я внутри слышу, головы. впечатлилась праздником и Мгм. смотрит на ангел наверху. Мгм. Игрушка ангел, как будто бы звездочка и ангел как бы вместе. Мгм. Звездочка как будто бы пустая такая или что-то такое, и там ангел такой. Считывается, что впечатлилась Мгм. новогодним праздником. Вот поэтому она эти шарики оставила. Они считываются в эфирном пространстве как блестящие темно-синие.
А, Что произошло, когда Валерия впечатлилась? Что с ней произошло? Она отдала маме. а, Я вижу, она буквально какая-то энергия, считывается, отдала маме родовую связь. М, С демоническим ритуалом приношения в жертву. м, Сейчас я ее м, спрошу. Она считывается, что она что-то вспомнила. Я ее сейчас мгм, спрошу, что она вспомнила. Она вот как будто бы из нижних чакр что-то матери дает. м. Спроси у нее, что она дает матери. Она говорит, уголочек Кёльна. Кёльн, может, это город, нет? Может, есть такой город, жутенький, с Но почему-то жутенькими говорит соборами. уголочек Кёльна. Спроси у нее, что это за уголочек Кёльна. А она говорит, что ее там крестили в соборе. Когда это произошло? Она говорит 1723 год. М, Так. И показывает, как несут ребенка, принесли ребенка, как будто бы в детской коляске, которая как-то на руку вот так одели ее. Ну, такая вот, М, как ладья. И там такое, как покрывало мгм, желтое. И она говорит, показывает, что у нее там внутри, где детородные органы, она говорит, кусочек Кёльна. м, И вот Людмила, так, появляется Людмила. Я слышу и вижу, что а, вот родители несут ее. мгм. Сейчас я найду. Найди Виктория Валерия в этой ситуации, где она Ну вот она находится. лежит Люльки. в Да, этой люлечке. Вот потомка. Мгм, она как корзиночка, так вот такая какая-то, ну длинненькая, такая красивая. Но ее несут вот так. Я такого не видела. Ну, я так вижу сейчас, мгм, что вот так вот несут на руке. А, это Людмила, она находится в секторе м, м, магии по отношению к этим людям. И идет какая-то процессия. И они так, вот такой большой собор, или, ну, наверное, м, собор, я так думаю, высокий такой. И какая-то идет процессия, и так медленно они идут, и там другие люди, я слышу, как хор поет. А это женщина, Людмила, которая, она почему-то прячется за такую колонну. мгм, И она, когда прячется, я вижу, что она делает ритуал, а, как будто бы высекает огонь, кресало, я слышу. мгм, Какой-то инструментик такой, и такие искорки появляются. мгм. Вот. Но она прячется за эту колонну. Мгм. Чего это она прячется? Что она прячет? Она говорит, что она хочет припугнуть это младенчество. М. С какой целью она это хочет сделать? Для чего это ей нужно? Приказывай отвечать. Она корявым пальцем показывает на ребенка и говорит, что она Валерию знает. Говорит, что она придет в будущем
чтобы ее схоронить, Людмилу. Приказывает и Людмиле отвечает, с какой целью, зачем ей нужно в будущем Валерию схоронить. Не Валерию, а Валерия ее схоронит. То есть, Она показывает еще одно воплощение, так. где буквально она, э, не знаю, то ли это действительно, то ли это метафора, она берет веревку и как будто бы повешала на веревке Валерию. Мгм. Так, а что это за информация, Виктория? Это истинная информация? Сейчас я посмотрю. Мгм. Это в поле зрения деформации, а, восприятия, подключки. А, Кому Мгм. это, сейчас посмотрю, принадлежит эта информация? Кому эта информация? Кто хозяин этой информации? Приказываем проявиться. Еще ниже этой ситуации в секторе магии считывается кривоногий, с таким, как черный арбуз. Какая-то Золушка садилась. Какой-то человек с длинной бородой называет себя вот это сейчас. Он говорит Илья Монастырский, говорит, что он судья Мгм. праведный. Я А, его спрашиваю, да, это с его глаз выходит эта ситуация, именно ситуация с повешиванием. то есть это его фантазии. М, Считывается переподключка. То м, есть это идет, считывается доминанта его сознания в пространстве Валерии. м, Магическое воздействие эзотерической практики вызывания духов. И вот вижу, как будто Валерия стоит и вот так вот как бы приглашает этих черных духов. А эти духи – это на самом деле информационные потоки. С прошлых воплощений считывается колдунов-отшельников. м, Вот. Это, ну, другими словами, м, переброс кармической ответственности, переброс кармы, мгм. смешение энергии во время вот этих практик медитации эзотерических. Так, хорошо, Виктория, с этим мы разберемся. Мгм. Вот это крещение в Кёльне, 1723 год, якобы вот эта Да. ситуация реальная, истинная? Сейчас я посмотрю. У Валерии к этой ситуации подключка к правой ноге, к большому пальцу на правой ноге. Мгм. Да, она говорит, да, это считывается как ее воплощение, и оно находится возле правой ноги, то есть, да, это реально, то есть ментально я вижу, что это не навязанные программы, потому что навязанные программы и идеи находятся с левой стороны по ментальной карте. Мгм. А, а то, что с правой стороны, это как бы, да, оно считывается как событие прошлое, Мгм. событие, то есть это было. Но на это событие накладывается уже э, навязывание кармической ответственности, и оно буквально считывается как вот зашморк, да? Как эта петля, затянуть петлю, Мгм. а, и опять же считывается как месть сторонникам правды. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, что во время крещения произошло с Валерией.
Там, видимо, две события с этой Людмилой и само крещение. Сейчас я вижу, что М. во время крещения как будто бы такой черный крест, ам, Мгм. кто-то опускает сердце в сердечный центр, и который вот так прошивает буквально энергия, как открывается портал, и через правую ногу уходит, считывается сцепление с дьявольским культом. Мгм. Кто это опускает это в сердце крест, приказываем проявиться согласно его физической ДНК? Кто это делал? Вижу какой-то священник в какой-то очень странной высокой такой шапке, как яйцо. Мгм. Как тиара Да, примерно. он, Мгм. он говорит, что он отец-креститель. Мгм. Сейчас я посмотрю, это Людмила кто? Мгм. Она какая-то матушка, которая получает деньги Мгм. за случение, то есть какой-то там за какое-то случение. Сейчас. Что это она за случайно делает? Чем она там занимается? Ну, она берет родителей этой девочки буквально под локти и приводит именно вот к этому какому-то мужчине. Мгм. Мгм. Какой-то То Франциск. есть Франциск? Ну, как будто бы этот, который папа такой был, я помню, то ли есть, то Священник. ли был Мгм. такой папа Франциск. То есть эта Людмила как бы завлекла родителей Именно к Валерия. этому, да, да. Мгм. А у него считывается вот где сердце, буквально красный, как ад, портал открыт, Мгм. который вот так просто перед ним вот это все вот так бурлит, кружится, и потом уходит эта подключка буквально сзади сердечной чакры, как черная такая труба. Мгм. И я слышу потерянная девственность. Сейчас я посмотрю, как это Мгм. связано. Я вижу, что во время этого крещения произошла подключка к сердечной чакре и к нижним чакрам. Считывается запечатано. Э, То есть вот аспект ее Валерии насчет беременности, да, и Мгм. здесь считывается как запечатано. Мгм. Так, хорошо. А где вот родители Валерии на тот момент, когда крестили ее, где они находились? Они рядом находились. Мужчина такой интересный, в костюме. Он снял такую высокую какую-то шляпу. Мгм. И женщина такая довольно красиво одета. Говорят, что принесли свою малышку отдать, говорят, Господу Богу. Ну, М. дальше говорят на растерзание и показывают этому Люциферу, который проявляется в этом Франциске. Мгм. Понятно. Так, хорошо. Давай посмотрим, что с Валерией произошло. Заключила она какой-то контракт, соглашение? Я вижу, что в этот момент часть ее
души как будто бы перемещается по горлышку вниз, как в сосуд в такой. И серый такой сосуд. И передается сущности хищник. Считывается хищник, сущность в секторе интерферентов. И внутри этого кувшина, как сверток написанный, договор. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим этот договор. Какие условия? Я слышу, опустить, то есть вот этот крест, который как бы проникает внутрь, опустить вглубь. Я вижу, как это считывается, разорвать навсегда, но это ложь. Ни один контракт не бывает навсегда. Сейчас я посмотрю, почему звучит навсегда, кто решил навсегда. Мгм. Вдруг появляется эта Людмила в виде этой бабушки, то есть два в одном, с этим пальцем корявым, и говорит, что она не даст. Что-то она не даст расторгнуть Приказывай. контракт, Мгм. э, не даст осознать, говорит, осознать себя матерью, э, и говорит, что ее девственность у нее в руках. Мгм. Говорит, Так, что она продала девственность этой малышки и показывает вот эту корзиночку с этой девочкой в кружевах. мгм. Легкая такая накидка, как прозрачная. Что вообще М, обозначает эта девственность? мгм. Что это вообще за такое за действенность в этом Опять контексте? появляется Валерия в этой М, жизни, где ей лет 7, где она с мамой возле этой елки, и она говорит, вот эта девочка вдруг м, поворачивается и говорит к маме: ну, ты видишь, куда ты меня принесла? мгм. И показывает так на сектор интерферентов. И показывает на эту колбу Мгм. серую и говорит: зачем ты отдала мою девственность? Говорит Люциферу. М. И показывает на этот портал, который в груди этого дикого священника. То есть эта мама, Раиса была и в том воплощении ее матери? Ну, сейчас я проверю. Ой, Виктория. Да, Мгм. была. Понятно. И Она отвечает, зачем она отдала девственность Люцифера. сейчас я как будто возвращаюсь обратно, Мгм. когда мама ее собирается только в этот Кёльн Мгм. и сюсюкает с девочкой, говорит ей: сейчас мы оденем крестик, и как будто бы, ну, они еще не пошли никуда, а уже произошло как будто бы такое черные, как бусики, с таким Мгм. крестом. Вот. И говорит, что мы посвятим на Рождество. А, понятно теперь. Мгм. То есть это было связано еще на какой-то праздник рождественский.
А что Валерия в тот момент, когда мама сюсюкалась, одевала этот крестик с этими бусинками, как она реагировала на Ну, это? я вижу, что она совсем маленькая, считывается 7 дней. Мгм. И вдруг она смотрит, мама мысленно как будто бы одевает вот это все, и она так смотрит, но уже лежит в этой корзиночке. И так смотрит, и у нее появляется в глазах как м, эм, протуберанцы считываются черные. Мгм. Магическое воздействие. Разрешение быть пойманной. То есть уже тогда произошло разрешение быть пойманной. То есть она полностью на уровне сознания доверяется своей маме. Мгм. И да, соглашается на посвящение. Ну, я в этих ритуалах не понимаю, но идет какое-то как бы совокупление. Как будто бы это идет посвящение девочки, как невесты, а, ну, невесту там отдают мужчине, жениху, да. Мгм. А здесь получается, что идет посвящение девочки, то есть ее приносится в жертву как бы ее родовая функция. Я слышу рожать детей дьяволу. М. Так, ну хорошо. Давай подряд, Виктория, спроси у Валерии, почему она согласилась с матерью тогда на этот ритуал. Она говорит, я маленькая. Мгм. Также она говорит, мне хорошо с мамой. Она ее любит, говорит, что любит маму. Она заискивающе смотрит на маму. Мгм. Ну, как ребенок осознает свою зависимость Мгм. от родителей, Так. от взрослых. Мгм. Если Валерия хочет сейчас сегодняшним сознанием, она может зайти в тот момент и рассказать ей своей маленькой, и, когда она Вот я была, вижу, что опять ее родители. вижу, Мгм. э, когда ей было 5-7 7 лет. лет, Ага. когда в этом воплощении, и она смотрела на этого ангела и как будто бы примеряла эти крылышки на себя. Вот. М. Но вдруг она пальчиком показывает, как внутри этого ангела такая морда черная. И она говорит, что как-то вот так как бы спряталась. И Мгм. когда увидела эту, вероятнее всего, что она считала этот дух новогодний. И Мгм. вижу, как это прямо связалось, эта ситуация в этом воплощении связалась энергетическими путями с тем воплощением. И вот Мгм. вижу этот ритуал, там священник, и такая штучка там тын-дын, Ходила. Мгм. какая-то, да, штука такая висит и колышется вот так. С нее М. как будто бы дым идет. Да. Мгм. Так, Ну, это хорошо. символизирует как жертвоприношение. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим ритуал, то есть этот контракт, на что Валерия, обличим этот контракт, на что Валерия согласилась. Почему-то вижу два эти шарика темно-синие, они считаются как бомбочки. Мгм. Вот, и в этом воплощении она вот именно их оставила. Она как будто бы их вот так прижимает к себе. Мгм.
говорит память о Кёльне. М. Чтобы вспомнить. Да. Понятно. Так, спросил Валерия, видит она этот контракт, условия этого контракта, причины, почему она его заключила? Она видит, и я вижу, как эти черные энергии, которые у нее в глазах были, они с нее выходят. Мгм. Она отодвигает к этому крестику. И она просит, говорит, ну, маму просит, не Мгм. надо, мама. Мгм. Говорит, не надо отдавать меня. а, И показывает на этого Франциска и эту Людмилу. И я вижу, как в этот момент, вот как Валерию вот так как швырнула вот туда, точно так же сейчас вышвыривает эту парочку. Людмила? Мгм. С Да, Франциском. да. Мгм. И вижу, как в этой корзиночке эта девочка, ну, как действительно как ангел, только светящийся, и с нее такие, как ангельские перышки, эм, как бы спадают. Это как фикция, Мгм. навязанная идея. Ну, чтобы быть хорошим, нужно быть вот посвященным, принесенным в жертву этому эгрегору. И вижу, как эта черная подключка с ее нижних чакр уходит, Так. и как эта черная колонна, за которой пряталась эта женщина Людмила, тоже уходит. И вижу, как этот гвоздик с этой отдувшейся стенки тоже к М. этой Людмиле уходит. Я все это чищу и говорю Валерии, что она может отменить все эти ритуалы жертвоприношения. Это всего лишь история. И вдруг она берет эти шарики и вот так пум, и ударила друг от друга. Ну, как есть такой ритуал, на Пасху яйца так бьют. Мгм. Вот. И вижу, как эти шарики новогодние, с них точно как яйца, ну только не вареные, а как жидкие, потекли. Мгм. Сейчас я считаю, что это. Что это потекло там? Мгм. Оно считывается как фабрикация, ну, сфабрикованная какая-то генетика, М. память. И вдруг Валерия вот так берет эту бороду у этого Ильи, Лили. М. наматывает вот так вот на руку как-то, вот так его прямо вот тут, вот так возле, Мгм. Вверху. схватила его, и Так. у него такие глаза, вот его лицо вижу как физически, а глаза прямо как шары такие черные. М. И она ругается с ним, и она ему показывает на сектор интерферентов, где стоит этот сосуд с этим. М. И почему-то вот так берет его вот это за бороду и прямо в этот сосуд туда им бьет, бьет. И вдруг это достает эту бумагу, как сувий, М. ну как это, как будто бы свернута в трубочку такая бумага. Папирус. Мгм. Ну, как И папирус она, сворачивали, да. Мгм. да, и она его разворачивает. Мгм. Когда она его развернула, то повесила вот с правой стороны, и такой гвоздь большой повесила на уровне подписания контракта. Считывается контракт с Ильей и Моной Так. о А этот расчленении пространства на до и после. это за событие такое?
Так, что это такое? На какое Впечатление до и на пространства. какое после? Мгм. Так. Размежевание событий. И как будто бы Валерия собирает в коробочку какие-то, вот где эти события называются, считывается фиксированная память. Собрала в такую коробку, Мгм. как куб такой, и отдает Илье и Моне, а они вместе там стоят. А Мона так типа стесняется, типа это не она. Ну, ханжество такое. Мгм. А этот стоит, как Черномор, в таком плаще синем, М. ну, расшитый. Расшит. Да, такой халат, Мгм. как чудесника, кудесника какого-то, с шапкой этой такой черной наверху. Вот. Так. Что это И з Валерия дает ему вот эти фиксированные события, я слышу, из прошлой жизни. Когда он берет, то он начинает вот эти события, вот так как там такие вот, как шарики, эти события, оно все в пространстве. Вот так. А он берет такие оранжевые и перенаправляет, перетыкивает буквально, Мгм. звучит между шариками эти, логистику меняет, считывается изменение памяти, изменение личности, размежевание пространства до и Мгм. после. Так, а что? А зачем он это Для делает? чего? Зачем это ему нужно, это размежевание? С какой целью он это делает? Он хватает эту коробку и говорит, что ему нужно прошлое, Валерии, потому что там ключ к ее созиданию. Это ключ ему нужен? Да, что-то ему нужно, да. Я ему спрашиваю, что ему нужно, что он М. ищет. И в этой коробке, через эту коробку я вижу, как идет портал в секторе интерферентов. И там, как в колбе, такая считывается потерянная судьба. Мгм. Ну да, потому что когда человек душу теряет свою, то он теряет свою судьбу Мгм. и начинает жить по расписанию колдунов уже этих. Мгм. Вот. И он говорит, что потерянная судьба, Кёльн, это именно связано с этим контрактом. Мгм. Так, а что за контракт у нее с Ильей и Моной? Что на физике произошло, когда она этот контракт подписала? Я вижу, что она как будто бы поставила как гвоздик, колышек такой шух, и потом поворачивается вот так, как круг такой. Считывается М. доминанта власти. Так. А этого Христа или креста, сейчас я посмотрю, Мгм. кто это такой вообще. Мгм. Так. А крест М. это считывается смертельный рок, М. безнаказанность убийцы. Мгм. То есть вот этот символ креста это как насильственный рок. Мгм. Так, а что Валерий сделал? Что это?
Повернутый круг. Он начинает... Это вот этот Мгм. символ Сильнозора, который превращается как в портал. Мгм. Вот он разворачивается, получается такая спираль, которая связывается именно с этой колбой. То есть э, эта магия эзотерическая его на самом деле привязывается к уязвимостям, да, к контрактам, Мгм. и чего-то идет к прошлогодним. Мгм. Прошлогодним. Что имеется в виду? Что прошлогоднее? Ну, это как прошлогодний снег, тут то, что нету. Мгм. То есть это, э, слышу, фиксированная память. Я вижу, что фиксированная память — это как раз те события уязвимостей, где человек М. подписал свои внутренние подсознательные контракты. И я М. вижу, что там была потеряна вот ее судьба родить ребенка. Вот этого чистого считывается. Мгм. Она и в той жизни не родила его. Так, понятно. Он там, вот этот ребеночек, как будто в узелочке связан, как будто бы отделен от нее и там завязан. Мгм. Контрактом завязан. Да, Так, а я хорошо. сильно М. уменьшился Мгм. и стал очень маленький, а Мона почему-то выросла Мгм. А и почему стала Мона выросла? большая. Что это означает, что Мона выросла? Она говорит к Валерии, показывает на нее пальцами, говорит: "Она меня любит". М. Говорит: "Она меня не уничтожит". А я спрашиваю Валерию, кого она любит на самом деле? И Валерия смотрит на этого будущего ребенка. Мгм. И она показывает, как этот контракт, мгм, такая дыра получается в нем. Мгм. И это пространство, то есть ее внимание оживляет это пространство, и оно как ткань так вот выходит, вот так распласталось этот контракт. И этот ребеночек возвращается в лоно к ней. А эта черная штуковина, которая внутри была, магический контракт, он пух, как камень упал вниз. И разбилась эта колба. Мгм. И эта душа, которая вышла, эта часть души, сознание, которое вышло с этой колбы, ухватила также эту Мону, вот так как за шею. Мгм. И говорит ей: "Отдай мою революцию, переворот, Что это за переворот". революция? Что это за переворот? Я вижу, как от Моны идет такая связь с Валерией, вот где-то сюда. То есть это управляющие программы, они с правой стороны. И вижу, как такое, как песочные часы от Моны идут. И Мгм. она пух, их переставила.
и сверху такая черный песок, а там, где белый, он вниз, очутился внизу. И этот черный, а там как дракон такой, этот Мгм. черный. Что это за А событие, когда она перевернула эту колбу? я вижу, что это создание мифических существ с помощью магии Моны. Мгм. Это создание этих помощников, которые энергетически считываются вампиры. Они такие энергетические сгустки, как черти. Просто от Моны вот так они бесформенные, как клочья энергии идут, а потом там такое свечение в пространстве Валерии появляется, и они проходят через какое-то, как горлышко такое, и превращаются в осознанных монстров. Оживляется. Да, Мгм. они оживляются, они получают. Сейчас я вернусь назад. Мгм. Ага, Вернись. момент одобрения Валерии превратил их, то есть эти негативные, бесформенные энергии оживил и превратил, наделил их ее же разумом. Он их Ой. олицетворил, как бы дал свою генетику. Мгм. Вот что происходит на этих сеансах у этих колдунов. И я вижу, что именно тот момент, что она сохранила эти шарики, это Мгм. как раз и усиливает этих присутствие этих колдунов. Но сейчас я вижу, опять она их берет и так стучит, и Мгм. это хрупкое стекло, оно трескается, и как будто бы ам, яичница выливается в секторе интерферентов, превращается как в зеркало, и в этой яичнице лицо Ильи и Моны вместе. Мгм. Это Ихняя символ генетика. Мгм. магии. Да, это символ магического, буквально я слышу, пролезания. То есть таким образом, когда Валерия, ну это всех касается, этих любителей эзотерических практик, Мгм. согласилась на, ну, как бы открыть портал в свое пространство этим колдунам, таким образом идет как перепрограммирование, перепрошивка. Я сейчас спрашиваю Валерии, нужна ли ей эта прошивка. Мгм. Она говорит, что она давно отказалась и говорит усилитель. И вот этот в секторе интерферентов смотрю опять же сверху и вижу Мгм. верхушку этого какого-то Кёльна, как Мгм. храм такой большой. Да. Я передаю Валерии, что сейчас она может отменить ее вот это жертвоприношение, ее крещение. Я Мгм. вижу, как этот ребенок вырастает, становится большим, и как закричит, и вылетает с этого Кёльна и кричит: «Я не давала разрешения, Мгм. говорит, на мою проституцию». То есть я вижу, что это крещение, это на самом деле посвящение детей в проституцию духовную. Вот. И я вижу, как энергосфера у Валерии в том воплощении увеличивается, и вижу, как на эту Людмилу этот шкаф падает. Буквально ее как бы проглатывает этот шкаф. Вот так как-то Мгм. открытый, и прямо на нее. Я передаю Валерии,
что она может сейчас очистить все ее пространство в прошлом, в настоящем и в будущем. Я вижу, как она берет эту коробочку с игрушками и выбрасывает. И теперь я ее вижу. Она ощущает себя, вот эту тяжелую энергию, и отдает эту спираль. Мгм. Я ей передаю, что Мона и Илья находятся в секторе магии, что они скрыли от нее тот факт, что им нужны ее уязвимости, что им нужны ее, буквально считывается, проколы для Мгм. того, чтобы проникнуть и усугубить еще больше ее те внутренние подсознательные контракты, то из-за этого они обязаны взять обратно всю их карму, все воздействие, всю ту ложь и все последствия, и Мгм. всю карму за все последствия. То есть забирает ихними руками. Пусть Валерий призывает силы кармы за все их дела, за последствия. Пусть каждый из них получит по их делам. Вижу, как эта борода его черная, как будто бы в змею превращается, и вот это все уходит. Мгм. Вот. То есть Валерий расторгает полностью контракт. Вижу, что она такая сейчас большая, в таком как сияющем пространстве над книгой, и берет как пинцетом, а там такая как будто бы фигурка, ну, как будто бы сломана правая нога и скачет на одной левой ноге. Мгм. А, Я слышу, что это программирование Людмилы. То есть Людмила — это М. такой же фашист, как и Илья. То есть и она притянулась ну, это как бы Мгм. одна связка. То есть и я передаю Валерии, пусть она посмотрит, где это у нее подключка к этой Людмиле. У нее она как бы по третьей чакре, Мгм. родовые, и уже не такое черное, но вот пятно, где пупок. Мгм. Что это за подключка? Куда она? Да, интересно, да, она похожа вот на этот же слепок этой морды лица Моны и Ильи, как с яйца такого. Мгм. Вот. Я слышу доминанта времени. Так, а ну, Мона, М. сюда. Ш Что это там у нее за а, этот часики песочные? Мгм. Доминанта времени. М. Что это такое за доминанта времени? Что это за энергия? Она говорит, что они заключили контракт, говорит, со змеей времени. И она опять стоит с Ильей, говорит, мы заключили контракт со змеей времени. И вот так вот показывает этот уроборос, который не кругом, а так виляет восьмеркой. Мгм. Вот, и ухватил себя сам за это самое, говорит, За что хвост. да, что они заключили договор с змеей. И вот это звучит уроборос со змеей. Что они за договор с ним заключили? Превратить время в фатум, говорит. Фатализм? Фата? Ну, фатум, Фата? говорит. А, Фатум, фат. ну, рок, Мгм. да, Так. фатальное какое-то событие, говорит фатум. Я говорю, что слышу. Мгм. А что это обозначает, превратить время в фатум? А она говорит, что вот так, что она говорит, мы превратим воспоминания в кашу.
и показывает вот этот сюжет, который был как с этим типа повешением, да. Мгм. Он говорит, что перенаправим, говорит, узы понимания в обратную сторону. Короче, запутать хотят. Запутать, да, она говорит, чтобы я ее спросила, зачем ей это нужно. Она Мгм. говорит, Уроборос, спасти Уроборос, и вижу, как этот Уроборос проваливается в такой портал, и там Мгм. такой глаз, как рептильный. И она говорит, что им нужно спасти антимир. Я А спросила, зачем? зачем? Мгм. Да. А Зачем? она говорит, потому что там их души в котле буквально варятся, ее и Ильи души. Они спасают свои шкуры таким образом. Души свои пытаются спасти, затащив души других, как бы в жертву приносят других, Мгм. пытаясь таким образом всплыть на поверхность. А Также она вообще говорит, что они доказывают свою правоту. ОМОН осознает ее путь, что он бесперспективен, что она не знает. Нет, она не осознает. Она вся погружена Мгм. внизу, а у нее где разум, там такая вот, где голова, такие огромные рога, вот такая, как у буйвола, знаешь, такие рога. Мгм. Вот такие черные огромные рога. Ну, символ колдовства, ведьма и жертвоприношений. А, Мгм. ну, оно считывается как фатум. Вот эти рога. Понятно. Это как Ваал, Мгм. культ смерти, неотвратимости, смерти, насилия, вот фатум, да, то есть программирование на эти вещи. Я Мгм. передаю Валерии, что она может сейчас просто отпустить их, пусть забирает все их зло и все их добро, все, что они тут натворили, пусть забирают и убираются прочь. Потому что все, что было, не имеет значения. А вот они прицепились именно потому, что Валерия вот как бы не до конца вот оставила эти шарики, и вдруг она, вижу, в ситуации, что она сидит и кушает. Это, я слышу, взять ситуацию под контроль. Ты здесь? Да, Виктория, Вот эта этот ее ситуация. аспект, да, то есть, Мгм. что закушивать, ну, кушать, Заедать проблемы. Мгм. заедать проблемы, да, то есть Мгм. не решать их, а заедать, да, то есть это мнимый контроль. Проблемы Мгм. нужно решать, внутренние конфликты нужно просто отстраниться на несколько минут, просто их решать. Вот это как и война, вот это все. То есть это каламбур, другими словами. То есть это как самосаботаж. Мгм. Ну, вот с этими шариками новогодними это тоже самосаботаж. Ам, Потому что ничего на самом деле этого нет, это история, да. Мгм. То есть взять контроль над своим мышлением, да, выбрать свой путь, а не идти на поводу у кого-то. Мало ли кто что хочет. Пусть себе хочет, а Мгм. а нам свое делать. Ладно. Да, хорошо. Что с этим памятью, с этой котомкой, которую она дала Илье? Как эта ситуация изменилась? Вот
вот я сейчас смотрю, что Валерия стоит, и буквально у этих родителей эту корзиночку, ну, это буквально корзиночка, даже с такой вот крышечкой. М, мгм, Открывает эту крышечку и достает этого ребенка. Говорит, что саму себя достала. мгм. И вижу, как этот Кёльн целый от этого шпиля вот так на двое разломался. Вот. Мгм. И этой истории всей не стало. И вот этот гвоздик, эта зацепка, и этот, как ее, уголочек какой-то, уголочек и Мгм. узелочек с этой Людмилой тоже уходит. Мгм. И вижу, как эта Людмила как будто бы за двери держится, но они неуклонно ее на низ туда тащат. И карма сработала. Вижу пространство Валерии, ее будущее очищается, и возмездие на эту Людмилу, на этих всех. Вот. Кардинов. И посыпались эти осколочки этих шариков, бомбочек этих. Вот. Мгм. И Валерия снимает, считывается вот это проклятие, а, снимает вот этот гипс с ноги, с руки. Вот я вижу, это считывается как предупреждение падения на льду. Да, то есть вот это неразрешенный конфликт внутренний Мгм. в результате привел бы теоретически к потере равновесия на льду и ну, гипс, да, Травме. Мгм. Понятно. травма. М. Валерия от этого отдает эту, я вижу, гипс с Мгм. руки, с ноги этой Мгм. Людмиле. Людмиле этой. Мгм. Да, и она пошкандыбала. Вот, а Валерия закрыла дверь, ключ. О, ключ. Мгм. И М. показывает такой черненький ключик, длинненький. Так, а это что за Говорит, что черное? его кто-то утащил. О, ключ от машины кто-то утащил. Мгм. Кто утащил этот ключ, приказываем проявить согласно физической ДНК. М, Так, какая-то подушка появляется, и как будто бы ключ под какой-то разноцветной подушкой. М. Вышитая, что ли, какие-то цвета такие. Так, а кто его утащил? Так, какая-то рука черная в секторе магии. Приказываем проявиться, чья это, кто хозяин этой руки, приказываем проявить согласно э, эфирной ДНК. В секторе магии, тоже на физике. Кто он такой? Странное существо. Говорит, что гном. Внутри как черная энергия, а сверху такая разноцветная. Так, что это за сущность? Приказываем убрать иллюзии. Кто он такой? Приказываем отвечать. Он, он говорит, что он гном, хозяин дома, где живет Валерия, и М. показывает на стеночке, как будто бы коробочка такая какая-то висит. Щиток. М. Говорит, что он там живет. Говорит, что это его дом. М. Странненько. И что он там делает что он делает по отношению к Валерии, приказываем отвечать. Он говорит, что он ее боится. Показывает
как Валерия спит, а вокруг нее такие разноцветные энергии. Но когда она спит, вот на кровати спит, вокруг нее, ну, такое вот, как шар такой, да, и она в этом шаре как спит. Мгм. Вот. А что это за разноцветные энергии? Мгм. Ну, такие там энергии ходят разные, а, интересненько, как в кино. Мгм. Все там видно в этих квадратиках. И он мне показывает. А я спрашиваю: "А он-то кто такой?" Мгм. А он говорит, показывает, что он как бы с двух частей состоит. Одна его часть — это вот, чисто магическая, он колдун, дух, Мгм. черный дух, а другая сверху, он как будто бы считывается пафос, вот эти разноцветные энергии. И говорит, что это Валерия его создала. Мгм. Когда это произошло? Он говорит, что он жил здесь раньше, вот это его черная часть, а вот эта разноцветная, что это Валерия его создала. М. А сейчас я Так. спрошу, посмотрю, как же Валерия его создала. Мгм. Страхами, М. эзотерическим мышлением. Мгм. Она смотрит вот туда, 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 она боится. Считывается отсутствие будущего. Мгм. И вот эта пластина над головой, то есть она как будто бы не видит своего будущего. То есть, а, Судьбы этой не ну было, да? да, слышу как консолидация страха, страхов во Мгм. множественном числе. Так, а как этот гном, связан с, тем, что этот ключ, пропал от машины? Он говорит, что она его просто не видит. Почему она его не видит? Он показывает, что у Валерии, говорит, потеряно чутье. И такой черный имплант на носу. Мгм. И когда этот имплант появился у Валерии впервые? Ну, вот он показывает, как, ну, он не показывает, я вижу, Мгм. а, как ребенок орет там в этом Кёльне, в этой церкви. Мгм. И вижу, как этот ребенок плачет, и как душа, ее энергия поднимается вверх, поэтому ну, Мгм. это такой, как небоскреб, ну, такая, как шпиль такой. И вот туда по этому шпилю, как по порталу поднимается вверх. Мгм. То есть Валерия проверит все энергии, которые она потеряла в этом соборе, полностью Вот оно призовет. что. Мгм. Вот я вижу, она берет этот шпиль и как будто бы его перевернула вверх ногами. И тук-тук-тук-тук. И вдруг Мона как испугается, потому что это как раз и вот то время перевернутое. Мгм. И Валерия выходит большая, с этой корзиночки и ругается с родителями. Мгм. Показывает им их место на самом деле. Вот. С мамой ругается. Показывает, что ну, много говорит, что М. и про сеанс очищения говорит, а папа вообще умер,
ну, ругается с ними, короче. Мгм. Ясно. И такая встала огромная, как огромный ангел, а, и говорит, что возвращает своего сына. И вижу, что буквально ногой наступает, левой ногой на такую, как ворота, но они такие маленькие стали, она большая. И она идет по направлению к сектору Первотворца. И нашла там этот затык, как кнопка черная. Сейчас я Мгм. спрошу, что это. М. Она говорит гном. Мгм. Вот эти домовые, так называемые, да, это как раз и есть те сгустки энергий из прошлых воплощений, из этих воплощений, да, то есть это негативные энергии, которые одухотворены самим же человеком. Я передаю Валерии, что она хочет сделать с этим гномом. Мгм. Ну вот, она показывает, что на самом деле вот энергия этого гнома уничтожит своего хозяина. Мгм. Показывает опять, как, знаешь, как будто бы затянуть петлю, да? Мгм. Если хочешь, Она Валерия. смеется, Мгм. смеется и говорит, я его прощаю и отпускаю. И вдруг такой ветер опять этот красный, и этого священника прямо сдуло через сектор магии в сектор интерферентов. И вижу, как эти родители вот так идут, как кино прокручивается назад, так назад, назад. И этот крестик, который мама еще в мыслях одевала на ребенка перед крещением, тоже он слезает и к этой Людмиле. А эта Людмила, она как бы подговорила маму в том воплощении, чтобы принесла ребенка крестить к этому Франциску. Мгм. И получила за это вознаграждение, проценты свои. И я М. вижу, как Валерия встает, там, где она вот там сидела, где ее стул, там в кабинете в таком, как класс, и берет этот шкаф и просто двигает на эту Людмилу, и все. И дверь закрылась, и Мгм. ключ раз, и как будто бы выпрыгнул, но уже светлый, уже обычный ключик. Нашелся. М. Вот, Да. я передаю Валерии, чтобы она просто нашла этот ключик, и пусть сейчас почистит все ее пространство и уберет этого гнома прочь, просто Мгм. его, ну, оно так и считывается, как, ну, разобрать на запчасти, да, Растворить. Мгм. растворить, пусть заберет ее всю энергию, Энергия. считывается золотую, да, Мгм. вот, а все чужеродное, все, что не подчиняется законам живого всесвіту, и все, что не превращается в свет, пусть Аннигиляция. на аннигиляцию отправляет. Мгм. Ну вот, он не зря ее боялся, конечно. Вот. Я з И гнездо его тоже уходит, все уходит. Передаю Валерии, чтобы она почистила все ее личное пространство, ее Мгм. здоровье, восстановила оконы целостности, гармонии в ее теле, в ее всех физических телах, эфирных телах, всем ее живом пространстве, на физическом уровне. Все, что касается ее рука и ее разум, должно быть на месте, на все на своих местах, Мгм. на географических позициях. Пусть ее ключ найдется, Мгм. вот, пусть все будет на своих, оно считывается в географических местах. Мгм. То есть порядок быть должен везде. Так, хорошо.
Так, Виктория, посмотри, у нее вот это было от шеи до правой ноги. Этот треугольник, ушел ли он? То есть, Да, этого нету. Это программа, чтобы упасть. мгм. Ее нету, она уже ушла. Так, а вот эта мишура в начале, которая блестела в секторе интерферентах. Нет, это тоже нету ничего. Мгм. Мгм, хорошо. Так, давай, Виктория, тогда от этих ситуаций пока отсоединись. Да, Отсоединись от этих ситуаций. Давай посмотрим ситуацию, когда мы с Валерией хотели получить это приглашение. да. Э, Что в этой ситуации произошло на эфирном плане? Ну, в эфирном плане я вижу, как эта женщина, которая там сидит, она как будто бы шушукается с этой Людмилой. А Людмила говорит, ну, это на подсознательном уровне, что она ее подослала. То есть Мгм, вот такие негативные ситуации, да, психосоматика мгм, проявляется таким образом через нежелательные события, когда есть какие-то неразрешенные вопросы внутри. Но они были, да. мгм. Спроси у Валерии, что она хочет сделать в этой ситуации, как изменить эту ситуацию хочет с этой женщиной. Ну, вижу опять ее ребенком, и она такая вырастает, а елочка маленькая становится. И она берет этого ангелочка на этой елочке и ломает его. И когда она его сломала, а он М, сверху был как будто бы какой-то хрустящий такой, а внутри это морда дьявольская. мгм, И вот я вижу, она говорит с мамой, говорит, я говорила тебе, а ты не верила. Вот я теперь передаю Валерии, чтобы она восстановила веру в свои предчувствия, в свою интуицию и отменила тот момент, когда она поддалась материнским как бы воспитательным мерам и м, заглушила голос своей интуиции. И да, и в этот момент буквально разрушается эта связь с тем ребенком в младенчестве из прошлого воплощения. То есть м, все эти контракты из прошлого, мгм, они на самом деле, если бы вот ребенок попал в условия другие, да, и не было бы этих повторений, да, то есть этих паттернов похожих, то мгм. эти Постепенно контракты, бы разрушились. да, они бы как бы растворились. Так, а вот этот Виктория Уроборос. Есть ли с Валерией, с этой змеей, с этой сущностью какие-то контракты, ее взаимодействия? Ну, я вижу, что это связано только вот с Моной, которая Мгм, а, через нее. снова появилась, и у нее как будто бы на талии ну, вот эта змея Мгм, обвилась, и так голова как кобра. Вот. А у Валерии сейчас нету. Вот я мгм, смотрю, это как зеркало. Я передаю Валерии, чтобы сейчас она восстановила кон целостности и защиты. Ее чистота — это мгм, и есть самая лучшая защита. мгм. Хорошо, пусть Валерия очищает ее дом, очищает ее пространство, все чужеродное отсоединяет, чужеродную ДНК полностью убирает, отправляет на аннигиляцию. Ну вот как оно происходит. Ее энергосфера так увеличивается и так сияет, что буквально ослепила этих колдунов, и Мону, и Илью, и эту Людмилу, что они прям схватились за глаза. Вот. И я передаю Валерии, что это они находятся в ее пространстве, и она может сделать с ними все, что хочет.
пусть она их вообще аннулирует, аннигилирует, сотрет в порошок, сотрет со всех информационных полей, и вообще ничего не было. Мгм. Что она делает? Вижу сейчас такой образ идет, как будто бы крылья бабочки, которые с нее спадают и тянется. Это как, знаешь, как будто бы вот она лицом ко мне, Мгм. как будто бы на нее кто-то вот накинул вот эту картинку крылья бабочки и тянет какая-то фигура в секторе интерферентов. Так. Считывается разлагающаяся как бы фигура. Мгм. Что это за фигура? Оно все растворяется и уничтожается. Это остаточные Мгм. явления Мгм. прошлых невзгод. Ну, Вот. то, что Я передаю должно уйти Валерии, на аннигиляцию. Мгм. да, чтобы Валерия все это а, Отправила. прибрала в ее Мгм. пространство, да, на Мгм. полную аннигиляцию, все, что можно превратить в свет, пусть превращает в свет, в гармонию, в процветание, в счастье, а все, что не перерабатывается, просто на утиль. М. Отлично. Ну вот она стоит, сияющая, говорит со мной, Мгм. благодарит. Хорошо, пусть Валерия передаст информацию ее сыну будущему, алгоритм освобождения. Передаю ему тоже любовь, свет, истину. Ну да, вам надо встретиться. Мгм. Пусть также Валерия передаст информацию отцу, матери, девочкам ее. Мгм. Хорошо. Спроси Валерии, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она говорит, убрали этого вот уробороса, Мгм. да, Замечательно. говорит, что освободили от эгрегора мести. Я ей передаю, чтобы она излечила, вылечила все ее пространство, залечила, исцелила, наполнилась светом, гармонией, здоровьем, чистотой. Мгм. Я как-то, Виктория, несколько дней до отъезда что-то открыл вот этот щиток в ее доме, посмотрел, а чё-то я этот щиток раньше не замечал. Посмотрел, Вот, вот вот, вот, он. вот там оно было, сейчас нету. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Тогда Валерия тоже благодарим за ее труд. Прощаемся с ней. Ну вот я даже проверила эту ситуацию, да, вот М. она спит, лежит в таком шарике, и Мгм. этой разноцветной штуки нет уже, просто прозрачный шарик. Отлично. Замечательно. Хорошо. Прощайся с Валерией, Виктория. Мгм. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Поднимайся максимально вверх и проверь твое Мгм. личное пространство. Да, все чисто. Мгм. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривают, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Вас напогоняли. Нечисть. Мгм. Я всегда, и даже Жене говорила за эту церковь в Кёльне. Да, я когда в Кёльне была, она такая ужасная, здоровая. Мы когда были там возле этого, я прям почувствовала, что там что-то с ней не то. Они еще там заходили туда, я прям на улице стояла, даже не заходила, хотя она считается достопримечательностью, самой большой в Германии. Я всегда знала, что с этой
Кёльна дом, оно еще называется. Почему это дом? Ну, нет такого слова немецкого дом. Да? Хорошо, класс. Ну,